Германия ведет ожесточенные бои за Галичи Кильце. Тем временем армия Российской империи решает прорвать фронт Германии севернее. Целью станет противоположный берег реки Висла, где расположились позиции немецких дивизий. Задача проста – прорваться за линию фронта, восстановить мост с железнодорожной дорогой, а также закрепиться на другом берегу для восполнения составов дивизий и припасов. Друзья, убедительная просьба вам перейти по ссылке в описании и подписаться на наш телеграм-канал, в котором уже 800 человек. В случае блокировки YouTube и VPN приложений я не смогу выкладывать сюда ролики. Однако, никто не мешает мне выкладывать эти ролики в Telegram. А также не забывайте заходить на Trovo по ссылке в описании, ведь стримы теперь будут проводиться именно там, если уж YouTube все-таки заблокирует. Немецкая разведка знала о возможном прорыве и подготовилась, расположив у берега Вислы, где находились руины разрушенного города, собственные батарейные орудия, конные мотострелковые дивизии общей численностью в 6000, а также десяток танков. Армия Российской империи имела в своем составе в разы большее количество мотострелковых и кавалерийских дивизий, общей численностью в 12 тысяч. Однако численность танков и артиллерии была раз так в 3 меньше, нежели у немцев. Когда час настал, армия Российской империи выдвинулась к реке Висла. Немцы были готовы и уже формировали построение танков и перебрасывали пехоту к берегу. Когда кавалерия Российской империи показалась на горизонте, немецкий военачальник отдал приказ палить артиллеристам по готовности. Под удар снарядов, выпускаемых мортирами и гаубицами, попало множество кавалерийских и пехотных подразделений Российской империи. Однако разрывающиеся снаряды и огромные воронки с десятками павших никак не сказывались на морали все дальше марширующих на полном ходу бойцов. Немецкая артиллерия разворотила путь, по которому успешно передвигались дивизии Российской империи. Ясно понимая, что путь затруднить к реке защитникам не удастся, немецкий лидер выводит собственные подразделения, минуя брод, что был севернее реки. Немецкие дивизии должны были укрепиться на противоположном берегу и встретить удар российской пехоты и кавалерии. Немцы успешно заняли противоположный берег, однако танки Российской империи, что оставались в поле недосягаемости зрения немецких артиллеристов, выехали к мотострелковым дивизиям Германии навстречу. Казаки и прочие кавалерийские подразделения Российской империи после того, как паровые танки остановили марш немецких дивизий, немедля набросились с фланга.
на пехоту неприятеля. Немецкая кавалерия также решает вклиниться в завязшую рукопашную бойню. Спустя час бойни боезапас многих артиллерийных орудий по обе стороны пришел в упадок. Продолжали вести огонь лишь некоторые из батарей танков. Многие дивизии также утратили свой боезапас и уже неслись в штыковую. Мост оказался неприступным. Паровые танки и минометные расчеты немцев отсекали любую возможность преодолеть реку дивизиям Российской империи. Лишь поэтому, спустя время, основные боевые действия развязались в лесу подле железной дороги, что скрывало в тени деревьев брод, по которому немцы скрытно пробирались на противоположный берег. Командующий российской армией направил большую часть дивизии в этот лес, где немецкие подразделения уже вели свой бой, обороняя брод от возможного прорыва. Массив деревьев скрыл от артиллерии местоположение собственных дивизий. Лишь поэтому на некоторое время раскаты снарядов в небе и грохот артиллерии по обе стороны утих. Десятки минут в кровожадной схватке в штыковой и с прочими холодными орудиями солдаты обеих сторон зверски противостояли друг другу. Скованные боем дивизии немцев не могли эффективно маневрировать и занимать необходимые позиции для более эффективного огня по подразделениям Российской империи. А вот казачья кавалерия, напротив, оказалась крайне способной в вопросах внезапного натиска в тыл или фланг сражающихся пехотных подразделений немцев.
Спустя время, наконец, многие из выживших солдат Германии, видя агонию своих братьев, решают сдаться. Путь к реке отрезан. Фронт уже преодолевает дивизии Российской империи. Командующий немецкой обороной решает свернуть артиллерию и паровые танки и отступить с оставшимися дивизиями по железной дороге, пока есть такая возможность. Когда российские полки добрались до города, что был подле железной дороги, немецкой армии и след простыл. Лишь дымка уходящего вдаль поезда и эшелоны с артиллерией и танками на горизонте. Взять, как оказалось, мост реки Висла стоило многих жизней и техники. Только солдаты Российской империи решили переукомплектоваться и занять сей область. Тут же им приходит донесение о том, что необходимо покинуть сей мост и затопить брод. После чего выдвинуться половине дивизий на юг к Галичу.